Я разочарован сам в себе. Вов, ты вообще в своем уме? Я не был абьюзером вот, как бы в чистом виде. Абсолютно просто извращенец. Это не из желания как бы подавлять. Молчи, женщина, я сам знаю. Капец. Ощутил на себе такое словосочетание, как разбитое сердце. И я понял, вот так это значит. Ну, то есть оно расколото. Ты влюбился, что ли? Я был третий по счету в семье, но, как говорила мама, с учетом абортов, наверное, 10-й. Блядь, мне тяжело. Я никогда себе этого не говорил. Попытка не удалась. Мужчина любит пострадать, да? Да, я прям с интересом слушаю. Скажи, Гордеевой, скажи. У нас вообще принято, что мы предлагаем героине выбрать цвет. Но поскольку сегодня у нас герой, то цвет буду выбирать я. А ты мне скажешь, угадала я или не угадала? С удовольствием я приму любой цвет от тебя. Глубокий фиолетовый. Изумительно. Такой вот. Да, это свидетельство о моем глубоком внутреннем мире. Я посмотрел просто предыдущие твои выпуски и был удивлен тому, что в твоих передачах были только женщины. Хочешь сказать, что я первый мужчина, который пришел на твою передачу? Я бы с удовольствием сказала, что ты вообще первый мужчина в моей жизни, но нет. Мне было интересно много женщин, с которыми мы поговорили. И вот есть несколько мужчин, с которыми мне тоже интересно поговорить. Здорово, что мы начинаем сразу брать быка за рога, потому что мне как раз эта тема интересна в последнее время. Почему? Я хочу развиваться как вид человеческий. Я чувствую, что тоталитарный патриархат, распространенный не только в нашей стране, а во всем мире исторически, он зашел в определенный тупик. И благо происходит развитие науки, техники и культуры, которое влияет на то, что женщина не обязательно должна сидеть у очага, а мужчина не обязательно должен охотиться на мамонта. Ну и на других видов животных. Мне кажется, что просто пришло время. И это время надо принимать. Мы его сами создали, это время. И мужчины, которые всегда стояли у руля, мне кажется, не давали возможности должным образом развиваться своим партнерам, скажем так, женского рода. Женщина – это партнер или это половинка? Партнер. На сегодняшний момент, я думаю, да. Раньше я думал, что половинка. В какой момент произошла перемена твоего понимания? Ты знаешь, возможно, окончательное понимание произошло, когда мы развелись с женой. Но я думаю, что это созревало. И, оглядываясь назад, я готов признать, и я не беру всю вину на себя, скажем так, если вообще, в принципе, понятие вины применимо к тому, что люди соединяются или расходятся. Но я готов признать, что я многое делал ошибочно и руководствовался впечатлениями не от тех источников, от которых бы стоило. Часто они были связаны как бы с религиозными источниками. Не впрямую, я не был никогда ортодоксом, но тем не менее... Ибо жена для мужа, а не муж для жены. Да, ибо жена для мужа, и там, кто любит, тот не жалеет роск своих, это про детей, и так далее, и тому подобное. И я понимаю, почему это на меня произвело сильное впечатление, потому что я родился в 1969 году, соответственно, детство мое пришлось на советский тоталитарный режим, и вера была одна, коммунистическая. И когда рухнул определенный занавес, да, скажем так, ломанулась разная информация. И первое, что я помню, я пришел из армии, и я удивился тому, что вдруг везде повсеместно стали продавать в том числе Библию, которая в моем детстве, я ее не держал в руках. У моей бабушки по маминой линии была Библия на старославянском. Она была, как принято говорить, глубоко верующий человек. Но для меня это носило все такой фольклорный характер. А тут вдруг появилось много организаций, которые там называли себя адвентисты седьмого дня, там еще кто-то. Ну, это так или иначе связано с христианством, причем христианством не православного толка, а христианством такого широкого. Да? И вот эти ребята, как мне кажется, оказались более ушлыми, более способными. И, соответственно, когда, возвращаясь к семье, мы соединились, у меня были намерения на вечный брак,
брак, и мы прожили, надо сказать, в браке 23 года. 23 года. Да. А так почти 25 лет с учетом знакомства. И, соответственно, все мои перекосы и мои ошибки, и слабость просто человеческая, и там несдержанность по многим вопросам, и воспитание в том числе, они, конечно же, не могли не дать свои плоды. Я не был абьюзером вот как бы в чистом виде, но это было, скорее всего, даже от страха, и от страха упустить что-то, потерять, и ты, когда тебя ставят за штурвал корабля, да, или ты сам придумаешь, что ты вот, а ты до этого еще не рулил. А тебе не передал его отец и мама, которые тоже развелись в свое время. И там и не было примеров. И ты берешь за этот штурвал и начинаешь им рулить. И когда тебе кто-то пытается помочь, ты первым делом скажешь: отойди, не мешай, и я сам. То есть это, в общем-то, из благих намерений. Это не из желания как бы подавлять, там, быть, типа, молчи, женщина, я сам знаю. Ну, так или иначе, очень много, я вспоминаю, таких моментов было. С чем это связано? Как бы, правильно ли мы там выстроили отношения, неправильно? Я не знаю. Правда ли, что до очень взрослого возраста ты засыпал только если тебя мама держала за руку? Нет, не она меня держала за руку, я держал ее за руку. Я до сих пор это помню. Это рука, и это вот, как эта часть называется? Предплечье. Предплечье, да. Вот, предплечье, да. А почему? Я был третий по счету в семье. Но, как говорила мама, я был, с учетом абортов, наверное, 10-й, скажем так, да. Соответственно, я не знаю, это проблема контрацепции или переизбытка чувств моих родителей, я не знаю. Но ситуация такова, и это было как бы таким положением вещей. В 69 году, когда я родился, а старший мой брат родился в 62-м, средний в 65-м, и я помню, что кто-то там из родственников говорил маме, что, типа, ну, нечего плодить нищету. Это понятно. Они бедно жили? Ну да, то есть деньги, как бы сказать, всегда были нужны. И, соответственно, когда было двое братьев, третий был уже, что называется, лишний. Третий, ну, по разумным представлениям того времени и людей, которые окружали мою маму. И она уже... Был уже как бы крайний срок, когда это уже, что называется, можно делать, скажем так, да, не критично. Я так думаю, около 3 месяцев, да, скорее всего. Она шла уже по направлению туда, к абортарию, так называемому, и в какой-то момент свернула. А свернула под впечатлением от того, что ее мама, когда она понимала, куда она идет, она говорила: дочь, оставь, справимся, как бы оставь. И мама фактически вот просто повернула, что называется, да. К чему это говорю? К тому, что, я помню, моя жена прислала статью по поводу того, что ученые доказали, открыли тот факт, что на эмбриональном уровне получаешь информацию, что тебя, ну, весь организм матери тебе сообщает, что, как бы сказать, ну, тебя не очень хотят, грубо говоря. Слушай, ну, твоя жена акушерка же. Ей можно верить. Да. И она и прислала мне в связи с моими, видимо, моими проблемами. И я прочитал статью, и там очень много совпало. Это все к руке, к маме и так далее. И я помню, что когда я родился, во-первых, у меня был ярко выраженный ослабленный иммунитет, и я до 4 лет 4 раза болел воспалением легких. В то время это, ну, то есть пенициллин уже был, конечно, но я помню, когда мне их кололи, это очень болезненно было. И, ну, в общем, да, за 4 года 4 раза, да. И у меня были всегда проблемы с дыханием, то есть это было связано с психосоматикой, я так понимаю. И я вспоминаю, когда, например, мама куда-нибудь уезжала, я просто задыхался. Мама, не уезжай, мамочка, остань, мама, остань. Мои братья так не вели себя никогда. А у меня только так. И ей приходилось там оставаться, опаздывать. Потом, когда я засыпал, она уезжала, я просыпался, ее нет. И меня это тоже очень сильно будоражило. И, соответственно, вот это лежание рядом с мамой, причем, я понимаю, там с той стороны был папа, на диване здесь мама, а я уже с краешку лежал и держал ее, вот эту прохладную часть вот этой руки, прижимался, целовал. И это, вот, видимо, это связано, я так предполагаю, вот с тем, о чем я тебе рассказал. И из этой же научной статьи эти люди испытывают на протяжении всей жизни такое вот чувство, если можно назвать чувством,
они не верят, что их любят, в общем, вот. Это желание как бы стяжать любовь не масс, а просто чтобы вот так внимание. Чтобы хотя бы кто-то? Ну, возможно. В каком возрасте тебе перестало быть нужным, чтобы ты держал маму за руку перед сном? Да ты знаешь, сейчас, я думаю, что где-то, ну, как лет в 13 началась эта история, когда ты... Нет, ну, в смысле, если вот так вот, как бы, ну, в 13 нет, мама нет, хорошо, ты показала, я вернулся на землю. Нет, я маму не держу, нет, я в смысле того, я сейчас физически, да, конечно, это было... Это произошло очень просто. В 1973 году папу командировали в Сомали, в Африку. И мы туда поехали, старший брат остался, потому что там не предполагалось обучение с 5 класса. А я, средний брат, мне было как раз вот 4 года, и мама, папа поехали туда. На 2 года командировка. И я там заболел воспалением легких. Прожив 10 месяцев, и меня отправили, а мама осталась, естественно, с папой, со средним братом там. И полгода или 8 месяцев я провел с бабушкой в Москве. И вот я думаю, что вот этот момент, если говорить про вот этот физический контакт, то есть в 4-5 лет мне исполнилось. И я помню, когда мама приехала, я помню этот день, я зашел, не знал, что она приедет, и вдруг вижу, она сидит, и я стесняюсь, я даже не могу к ней подойти. Она смеется и плачет, а я не могу подойти, потому что я понимаю, что это она, а мне как-то очень стеснительно. И потом я к ней подошел и расплакался. Смешно, конечно. Сейчас вспомнил просто момент, прости. Капец. Да. Мы с тобой оказались в оранжерее этим прекрасным морозным зимним вечером в Москве. Так и не поверишь. Потому что ты все-таки какое-то время провел в Сомали с отцом. Да. И он тебя водил в джунгли. Мы в джунглях были, да, но оранжерея мне больше запомнилось, что в детстве мы ходили в оранжерею на ВДНХ, который сейчас ВВЦ. Там был павильон цветоводства, и зимой это действительно чудо. Ну, как сейчас, вот представь, вот сейчас там, да, почти 20 градусов, снег, а мы с тобой здесь, да? И мне это очень нравилось. И это отчасти как-то связано было с тем, что я прожил 10 месяцев в Африке, где я общался с обезьянами, что называется. Там так было. Там была у нас макак Яшка, который меня все время терроризировал и залезал ко мне на голову. Я был маленький, худой, дистрофичный и с большой головой. Он залезал ко мне на голову и что-то там искал, какие-то соли, там, я уж не знаю чего. Я был коротко стрижен, поэтому там в шее не было. И он выискивал что-то и ел. И очень больно щипал меня. И я боялся его. И все это знали вот в окружении, там, где мы жили. И помню, мне мама одела шляпу такую, ну, типа сомбреро или ковбойскую такую шляпу с большими полями. Я ее так привязал, взял палку и пошел. Думаю, теперь я не боюсь. Ну, все, Яша, да. я к тебе. А Яша вскочил, как сел на меня и опять заплакал. То есть, как бы, я был мышонком в облике льва. И в этом смысле общение с обезьянами у меня было непосредственно. До сих пор их боюсь. Да ладно. Ну, и боюсь, но... А какое Сомали вообще впечатление производит? Потому что не каждый ребенок в 4 года едет прям вот туда, как будто внутрь сказки про Айболита. Да, ты понимаешь, что по сегодняшним меркам Сомали легче на Луну полететь, чем съездить в Сомали. Например, там бананы обыкновенные, королевские бананы, такие небольшие, очень сладкие. Ну, понятно, что папайя, манго. Это все вываливается на ребенка со всех сторон. Помню, там ходил какой-то продавец мяса по четвергам, что ли, я не помню, и с корзинкой продавал сеньора, куропатка, язык коровий. И это такие деликатесы, которые в Москве было есть невозможно, не говоря уже о фанте, спрайте и кока-кола вместе с жвачками Дональд, которые я до этого просто не знал. А когда я это все употребил в то время, вернувшись домой в Москву, я жил в ощущении, что так, в принципе, у всех в жизни должно быть и Африка, и Индийский океан, и жвачка, и все эти напитки. А потом приехал и понял, что до 80-го года, пока не началась Олимпиада, кока-колы я не попробовал. И то это была пепси-кола. Сколько лет тебе было, когда отец ушел из семьи? 10. Какое на тебя это произвело впечатление? Папа был в определенной степени строг с нами, и ремешка от него получал. И когда в 10 лет это как бы происходит, тут не было момента трагедии, даже был момент такого, знаешь, немножко, ну, типа свобода. Давай, да. И по-детски, я по-честному говорю, я помню, этот момент был. Вот. Но я не воспринимал это трагедийно. Это меня нагнало потом. Где-то после 18-20 лет я стал чувствовать некую какую-то такую непроизвольную тоску, печаль.
про там какие-то совместный отдых, там, так, вот это было. Что такое кризис среднего возраста у мужчины? Почему этому посвящено столько литературы и прочего искусства? И, думаю, это мифология. Как и то, что мужчина обязательно должен упасть в обморок на родах своей возлюбленной. Это мифология. Если ты участвуешь в приятной части, то и в заключительной, чуть менее приятной, надо тоже поучаствовать. Потому что это там хотя бы из-за того, что там 50% тебя самого. Твой герой в «Содержанках», Глеб, Да. это же человек в кризисе среднего возраста. Нет, я думаю, там другое. Нет, там не кризис среднего возраста. Там кризис его способности, возможности, данности и как я себя определил. Я его сделал сложным. Он прописан менее сложный, чем, мне кажется, после То того, есть это не режиссерская заслуга, а твоя, что он сложный? Нет, это вместе, это совместная работа. Другое дело, что режиссер принимает мои предложения, мою данность. Изначально утверждая на эту роль, все-таки режиссер понимает, с кем он имеет дело, и видит, что это будет, может быть, не так односложно. Возможно, он и был так прописан, я не знаю. Но я нашел себе оправдание. Это не кризис среднего возраста, это кризис, связанный с тем, что он... А может, это и есть кризис среднего возраста? Ну, по-моему, нет. Ты не будешь ни с кем говорить. Ты больше не полицейский, ты моя женщина, запомни. Ты будешь делать так, как я тебе скажу. Он состоятельный, удачливый, и он как бы в фаворе, но у него нет непосредственного контакта. Он может снять себе любую тюнингованную, не тюнингованную, дорогую, стоящую девочку и заняться сексом с кем угодно, если говорим про удовольствие, выпить самые дорогие и так далее и тому подобное. Коньяки, машины, все что угодно. Но позволить себе непосредственные чувства, это в этом-то есть кайф же. Вот этой жизни состоит в том, что бомж может испытывать более яркие чувства, чем человек, у которого есть все в материальном смысле. Это колоссальная и потрясающая вещь, что в оргазмическом смысле мы все равны. Но кажется, что это вся такая очень московская история про московские проблемы. Ты про «Содержанки»? Угу. Не, они в этом сериале не показаны, скажем так, с положительной стороны. Они все-таки там все, как говорит героиня Роза Хайруллина очень хорошо во втором сезоне, что все трахаются. То есть это как бы такое, как бы сказать, открытие, ну, в смысле того, что там есть действительно такая беспорядочная, развратная жизнь, и это не только касаемо секса, это касаемо всего-всего-всего, всех проявлений человеческих. Но, мне кажется, этот сериал в большей степени вердикт, а не симпатизирование. А как ты в него попал? Я попал в него, как и во все более-менее значимые в моей кинобиографии проекты, я попал как запасной игрок, я это называю. Не поверишь, все мои работы, так или иначе, везде до этого подразумевался другой артист. В «Шерлок Холмсе» и в «Содержанках» сначала был другой артист. И в этом смысле, когда обращаются ко мне это очень даже импонирует, потому что я как запасной игрок, который сидит, и в какой-то момент продюсер или режиссер чувствует, что вот надо сейчас выпускать запасного игрока. Я могу в этот момент делать то, что я хочу в большей степени, чем если бы, понимаешь, да, это маленький такой механизм, который мне приятен, и я им пользуюсь. И я понимаю, значит, вы все-таки нуждаетесь во мне. И тогда я выхожу и предлагаю то, что я могу предложить. Какой твой сезон любимый? Во втором сезоне было хорошо. В первом было очень стрессово, но в этот момент со мной лично происходил рост определенный. Но он был не безболезненный, что называется. И я благодарен Константину как раз вот за это вспоможение. Когда мы уже встретились с Дашей, мне было чуть полегче сделать какие-то, знаешь, выпады влево, вправо, отчего объем персонажа увеличился. А сейчас что? Третий сезон. Сейчас другое я пока не знаю. Честно говоря, я не знаю, что там будет. Ну, посмотрим. Я могу ошибаться в своих ощущениях. Надеюсь, что это будет как-то осмысленно.
Люди использовали карты с самых древних времен. Первые карты появились за тысячелетия до нашей эры. Тогда вопрос добраться из точки А в точку Б был буквально вопросом жизни и смерти. Ведь природа таит в себе много опасностей. Для современного человека не заблудиться и оказаться в нужном месте вовремя тоже вопрос жизни и смерти. В городе столько всего. Нам регулярно нужно попасть туда, где мы еще никогда не были, не опоздать и желательно узнать об этом месте поподробнее, чтобы не было неприятных сюрпризов. Например, сегодня у меня запланирована важная встреча в кафе, в котором я никогда не была. Это вроде недалеко, но есть риск заблудиться в переулках, а времени в обрез. Вот тут-то мне и поможет 2GIS. Он отлично справляется с такими задачами. Древние люди мне бы точно позавидовали. Ага, теперь ясно, как дойти быстрее всего. Кстати, здесь же есть ссылка на сайт этого кафе. Очень удобно. А вот и отзывы. Один из посетителей пишет, что в этом кафе подают великолепный тартар. Супер, его-то я и закажу. А на обратном пути зайду в обувную мастерскую. Приложение показывает, что она рядом, а у меня кроссовки порвались. В 2GIS можно быстро найти все, что угодно. Для удобства все городские организации, магазины, кафе, офисы, сервисные службы разбиты по категориям. А для тех, кто за рулем, есть удобный навигатор с голосами известных людей. Навигатор, кстати, доступен и для пешеходов, и даже для грузовиков. Там можно посмотреть расчетное время в пути и варианты маршрутов. В общем, гуляйте, путешествуйте и находите все самое нужное с помощью 2GIS. Весь город в одном приложении. Ну а ссылка на скачивание в описании. Хорошо. Прокомментируйте, пожалуйста, Владимир, что вот это такое? В буквальном смысле, что я держу в руках, или то, что изображено, ты имеешь в виду? Да, как вы дошли до такой жизни? Хорошо. Подожди, может быть, не все знают. Это фотографическая серия «Биполяр Гротеск», которую мы осуществили вместе с фотографом Ольгой Тупоноговой-Волковой. Это наш совместный проект, где я, можно так сказать, являюсь инициатором, автором идеи, которую Оля охотно подхватила, и мы ее реализовали, где я выступаю еще в качестве модели, дабы никого не подставлять, кроме самого себя. Ты изображен женщиной. Вот не знаю, сейчас я буду придираться к твоим словам, потому что я не думаю, что я изображен женщиной. И здесь есть некая попытка, но я думаю, что это такая попытка примеривания поэтических образов, я бы так сказал. Потому что это все-таки это мужчина по-прежнему, но между ног у него менструация. Вот. И, кстати, интересный был момент во время съемок, потому что там в основном были только девочки. И когда я попросил нанести эту краску, девушка стала это делать очень реалистично. Она делала так по чуть-чуть, маленькие капельки. И я говорю, поверьте, я знаю, что такое менструация, но мне кажется, просто для образа, для яркости, для того, чтобы это работало как нужно сделать не реалистично, а чуть-чуть и сам подзабрызгал побольше, видишь, чтобы это было видно. Такое редко бывает, но я не знаю, может быть, в первый раз, когда девочки неожиданно вдруг, они могут, и то у всех по-разному. Короче, это было... Слушай, я когда без комментариев в первый раз увидела, я решила, что ты кого-то там убил на этой фотографии. Ну, это вот видишь, замечательно. Но, тем не менее, это так называемые месячные, да. Я даже именно для этого чуть-чуть там делал техническую уловку, что называется. Чтобы это было похоже на то, что это... А что это? Это тоже... Это все фотографии, которые... Да, это пришло в мою, в мое больное воображение, наверное, или какое-то, я не знаю, связанное с психическим расстройством. Знакомые твои мужчины говорили тебе: Вов, ты вообще в своем уме? Ты что делаешь? Ты знаешь, знакомые мужчины, от которых я ждал отклика поддержки, промолчали. Мне в лицо никто не сказал. Но я потом слышал, что они где-то в дискуссиях и так далее, потому что мне интересно было, высказывали негативное отношение к этому. И более того, есть сайты, где это периодически выкладывается, часто в другом контексте и без текста сопровождения. И там я читаю все равно это. И там, конечно, реакции очень неделикатные в основном. Ты знаешь, меня не сильно беспокоит, что говорят мои, ты говоришь, знакомые, друзья, мужчины. Меня гораздо больше волновало, как отреагируют мои дети. Я к ним прислушиваюсь, мне интересно. И они все по-разному отреагировали, но все на приятие.
И, и вопросы, я говорю, ну что, можно выставлять? Я говорю, конечно, папа, выставляй. То есть после реакции моих детей мне, в общем, не страшны никакие рвотные смайлики и высказывания некоторых дам по поводу того, каким должен быть настоящий мужчина. Мне нравится. Высказывание удалось, мне так кажется. Я сказал то, что я хотел. Что ты хотел сказать? Да, я ожидал твоего вопроса. Я не отвечу на него так просто. После того, как мы сделали эту сессию, я подумал, наверное, нужно что-то как-то сдобрить, что-то объяснить. И я написал текст, этот эссе так называемое. И первая попытка, которую я предпринял сам, я отдал в журнал «СНОП» Сергею Николаевичу, с которым мы когда-то пересекались по работе в других журналах. Сначала прислал текст. Он его прочитал и сказал, заинтригован. То есть интересно. И потом прислал фотографии. И он сказал, это бомба. И мы договорились, что я хотел сделать себе такой подарок, что 11 июня 2020 года СНОП это опубликует. Отправил фотографии, текст уже как бы в хорошем всем разрешении. И когда отправил, вдруг, помню, ночью меня охватила паника. Я думаю, что я делаю? Это же... То есть какой-то прям страх свалился. Вот. Наутро успокоился. Потом где-то числа 3-го, что ли, или где-то я в интернете увидел безобразный по сути и содержанию ролик про пару-двух геев, которые усыновляют ребенка, помнишь? И, это в рамках кампании по поддержке поправок к Конституции. Да. Так вот она, твоя новая мама. Безотносительно к поправкам, я сейчас просто само произведение. Люди могут, что называется, как угодно высказываться, там, если они верят в те или иные вещи. Но я посмотрел, и меня эстетически очень сильно это просто резануло, и этически, конечно же. Да? И я вдруг набрался смелости, понимая, что это все-таки в редакционных параметрах не так просто. Я позвонил Николаевичу чуть ли ночью и сказал, Сергей, у меня такое есть ощущение, если это возможно, давайте завтра выложим эту историю. То есть на неделю раньше, минуя мое день рождения. Вот. И 4 июня за ночь редакция все это сделала, и это вышло. И мне показалось, что я на тот момент была чаша даже, перевешена, потому что люди посмотрели тот ролик очень многие, и он по всем форматам прошелся. И мне показалось, что это еще была маленькая задача выполнена. Опять я выровнял некоторым образом эту чашу парадоксальным образом. Почему? Потому что у меня случился после 2 сезонов «Содержанок», в которых я снимался, случился такой тотальный зрительский успех. И многие зрители, и больше, наверное, зрительницы, нуждались или нуждаются в закреплении этого образа. Ну, и все, наверное... Ты богат, успешный парень, что у меня просто не нашел еще ту самую девчонку. Да, наверное. И, там такой мужественный альфа-самец, да, хотя не так все односложно. И я понимал, что на этом поле вот это высказывание еще усилит больше, и до сих пор некоторые в себя не приходят, отписываются от меня, говорят, ой, я не могу, как мне это развидеть. Я не знаю, вот так это произошло. Нет, что ты хотел сказать в этой фотосессии? Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что если женщинам в полной мере дать те же самые возможности, которые предоставлены мужчинам, то мы еще удивимся шеф-поварам мишленовских ресторанов, которых среди женщин нет, да? Но при этом они готовят все в дома. Тоже парадоксально. Потому что женщина готовит, чтобы прокормить семью, а мужчина, чтобы повыебываться. Нет, я не хочу сейчас, послушай, меня можно считать феминистом, но я не оголтелый феминист, я не за то, чтобы мужчинам отрезать их детородные органы. А кто за это борется? Нет, есть феминистки, которые, конечно, шашками или чем-то, они иногда машут так, что иногда могут отрезать и это в том числе. Я обращаю на это внимание и делаю эту фотосерию сознательно, дабы привлечь внимание. В наше время, время такого потока информации, это просто необходимо. Потому что иначе ты не выскажешься. Вернемся все-таки к кризису среднего возраста. Ты хотя бы у друзей-то был кризис среднего возраста, если у тебя его нет? Я тебе скажу, я всю жизнь избегаю клишированных обозначений. Я избегаю
как это называется, местоположения, местоопределения, ну, мы уже говорили об этом, и вот этих, то есть я их беру на вкус, и часто они у меня раскалываются очень легко, и я вижу, что за этим литературы больше, чем реальности. Хотя, признаться, недавно, не так давно, год назад, ощутил на себе такое словосочетание, как «разбитое сердце». Да, это было. И я понял, вот так это значит. Ну, то есть оно расколотое, в смысле, оно немножко не собранное, оно не функционирует должным образом. Именно как когда, это? Ну, когда тебя как бы пренебрегают, то есть тебя когда не, может быть, даже и справедливо, и когда тебя, как сказать, не воспринимают, и дают, ну, закрываются, да. А у тебя в этот момент, наоборот, оно наполняется чувством очень сильным, которое требует просто излияния этих чувств. Ты влюбился, что ли? Да, был такой момент, да, у меня случилось такое, да. Ну и чего, и в 50 это по-другому, чем в 20? Оказалось мучительно, да. Ну, в моем случае это оказалось... Это произошло неожиданно. Это иррациональные вещи. С одной стороны, меня обрадовало, что я испытываю эти чувства. Что все еще можешь. Что я способен, да. И мои друзья тоже, когда видели мои страдания, впоследствии говорили: ох, здорово. Но это болезненно. Это болезненно. Я ходил по улицам и издавал... как это сказать, звуки воя. Это не произвольно. Ты идешь, размышляешь, а потом выходит, смотришь, люди на тебя. Вот такое было, представляешь? Да, реально. Ну, это еще был период, у меня был сложный период в прошлую. Вообще, мужчины любят пострадать, да? Да, я прям с интересом слушаю. Да, нет, у меня было какое-то прошлое, не вот это, а осень 19-го года, она была сложная. Я уже боюсь, что я жалуюсь, но я всегда думал, что я... Ну ладно, мы в баре, можно жаловаться. Я думал, что я сильный, ну, то есть я слабый, я осознаю это, но глобально, вот на длинные дистанции я все-таки терпеливый, я внешне импульсивный, но внутри я очень могу очень много терпеть и выдерживать на длинные дистанции. И я никогда, даже помню, когда у меня в детстве, в 5 лет, когда как раз я после Сомали и Могадишо приехал к бабушке, мы с ней играли в футбол, и я сломал ногу. И я помню, когда она у меня зарастала, я когда ходил, я терпел боль. Я в этом смысле очень терпеливый. То есть ты хорошо терпишь физическую? Я не знаю, физически она может быть взаимосвязана. Да, не так давно, года 3 назад, я снимался в Таиланде и сломал плечо. И при этом у меня было впереди 20 дней еще пребывания там. И я снимался, я не мог ее поднять. Я умудрялся поднимать стакан в кадре при помощи второй руки. И это даже не заметил ни оператор, ни режиссер. И я даже как-то пытался выправить, потому что я верил, что это не перелом, думал, что это ушиб. Соответственно, терпеть могу. А вот осенью 2019 года я вдруг осознал, я признался сам себе. И более того, я никогда там ни близким друзьям, там, ни Андрею Звягинцеву, ни другим никогда не раскрывался, когда у меня были какие-то внутренние проблемы. Ну, поскольку считал, что это мои проблемы, и я с ними справлюсь. И осень 2019 года оказалась сложной. Именно потому, что она началась с эпизода того, что девушка, которая закрылась от меня, дочка на спортивном рок-н-ролле на занятиях сломала челюсть в 3 местах. Челюсть в 3 местах? Да, в 3 местах, да. И это был сложный момент. И мама заболела, и в итоге умерла. И, соответственно, вот этот период, где я сам себе признался: блядь, мне тяжело. Я чувствую, я никогда себе этого не говорил. Я всегда был, как бы сказать, знаешь, бывало трудновато по-разному, там, много эпизодов, но вот и признаться себе в том, что тебе действительно тяжело, это уже скачок в сторону силы. Благо, да, и был Андрей, и мы с ним проговаривали какие-то вместе вопросы. Максим Матвеев, Леша Филимонов, мои друзья, и мне терапевтически становилось от разговоров легче. Но я раньше никогда не проговаривал эти вещи. Я всегда держал в себе. Мужская дружба существует? Это сейчас провокация, да? Да. Дружба просто есть и существует. Но пол может явиться некой границей. Как только мужчина с мужчиной начинают проникать друг в друга, или женщина с женщиной, это уже не дружба, это уже любовь. Со Звягинцем дружба или любовь? Вот мы с ним не спим, но мы с ним дружим. Ты и Звягинцев, вы как бы поступили и собирались быть артистами.
Да, мы в разное время поступили. Мы Ну, учились в с разное- небольшой разницей, да, но вы поступили, собирались быть артистами. В итоге ты почти сразу ушел из профессии? Почти, да. Он ушел из профессии и стал режиссером, то есть человеком, который выбирает артистов. Да. А ты все равно вернулся в артисты. Это тот человек, которого выбирают. Это может занимать только тот ум, который изначально рвался и рвется в эту профессию, чтобы быть на обложках журналов, чтобы у него брали интервью. чтобы тебе это он не это- надо? Нет, надо, все в порядке. Я знаю, как с этим разделаться. Просто у меня есть большие задачи. У меня есть, когда я занимаюсь тем или иным персонажем, я его вакцинирую как ученый, который проверяет на себе вновь изобретенные лекарства. Я пытаюсь, потому что меня глубоко интересует человеческая природа. Я не социопат. И поэтому вот это погружение в другого дает тебе возможность, во-первых, прожить другую жизнь, то есть ты расширяешь собственную, да, а во-вторых, ты становишься более эмпатийным, что тоже расширяет твою же собственную жизнь. То есть жизнь становится более объемной, интересная. Сыграть человека с синдромом Дауна, или человека-аутиста, или сыграть гомосексуала, или же лесбиянку, или же... Я сейчас беру яркие примеры. В кино, в театре, в творческом акте ты можешь позволить это себе. А главное, оказавшись там, это эксперимент с самим собой. Я когда один, я тоже существую в этом. Как вы с ним подружились? Подружились мы на общем деле. Были трудные времена, и мы с Андреем вместе сошлись сначала. Он снимал рекламу, я там помогал, а произошло это у меня дома просто. И потом мы еще где-то что-то вместе в какой-то рекламе я поучаствовал вместе с ним. Потом мы вместе работали на РЕН-ТВ, делали промо-ролики для этого канала. Оба были с точки зрения социальных положений никто и не востребованные. У нас не было денег. У нас действительно были такие моменты, когда не хватало жетона на метро. И мы это прожили вместе. И всячески друг друга поддерживали, заслушиваясь речами, похлопали друг друга по плечу и говорили: старик, ты гений, и ты гений. И... Это сколько надо выпить-то? Ты знаешь, это на трезвую. Когда выпивали, наоборот, ты говорили обратно. Ты только что сказал, что вы сидели и говорили о невостребованности. А Мы- ты в какой области был невостребован? Я не был ни в чем не востребован в той степени, в которой мне хотелось бы. Это было промежуточное время. Это началось где-то с 97-го года, когда я ушел из театра. Андрей тоже. У меня была камера супер ВХС, и я снимал как раз эти всякие Свадьбы. детские сады, где-то свадьбы. И это не носило характер такой, знаешь, конвейерный. Это всегда было через знакомых, что называется, выборочно. И время-то было такое, знаешь, кино не снималось в той степени, в которой оно даже сейчас снимается. И мы были на таких перепутьях, но с какими-то мечтами. И вдруг в августе 98-го года нам говорят: все, вы уволены, потому что дефолт. А мы даже об этом не знали. У Андрея наступил период, я помню, 2 года он вообще нигде не работал. А я пошел работать за очень мизерную зарплату фотокорреспондентом в газету, в которой даже не предполагалась такая должность, потому что они пользовались только архивными фотографиями. И вот потихонечку, так, знаешь, ушли на дно, что называется. Не в Брюгге, но в Москве. Просто смотрели кино, там, фотографии, выставки и так далее. И накапливали. Ну скажи, кайфовал бы ты также от своей профессии, если бы ты стал работать вот так плотно артистом не после 40 лет, а в 20? Сейчас я ощущаю себя только-только выпустившимся из недалеко находящегося ГИТИСа. И у меня действительно интерес... мне все нравится. Мне нравится гримироваться, мне нравится одеваться, переодеваться, примерять образ в буквальном и переносном смысле. Да, мне это нравится. Но я думаю, я вообще бегун на длинной дистанции. И мой брак тому подтверждение. Вот сейчас то, что произошло, такой эффект Мишукова, так назовем его, все говорят: о, за последние 2 года ты... Да? Это произошло потому, что мы решили, жить в разных местах. И в силу вот этих обстоятельств я занял себя делом. Я впервые в жизни снимаю квартиру. Я никогда в жизни не снимал квартиру. Никогда. Я всегда жил только в своих углах. И для меня это тоже был определенный стресс. Я его принял и трансформировал, и трансформирую в положительное, не в отрицательное. А я смотрю, тебе тяжело дается развод. Развод? Я очень, как сказала Новая одна из жизнь. моих бабушек, я очень скучливый. Я помню всегда, когда уезжал в пионерские лагеря, первую неделю, будучи коммуникативным, будучи абсолютно озорным, открытым и так далее, я первую неделю всегда уходил куда-то к забору и плакал.
и скучал по родителям, по братьям. У меня 2 брата старших. И это моя природа. Для меня, когда я расстаюсь с кем-то, или кто-то меня покидает, для меня рушится мир. Я ничего с этим не могу поделать. Потому что я создаю эти миры сам между мной и другим человеком. И у меня, когда происходит потеря, у меня рушится мир. Это так. И, я не знаю, что с этим делать. И даже думаю, что с этим делать ничего не надо, потому что в итоге происходит творческая трансформация. И Ну, это хорошо бы. Но я специально к этому не стремлюсь, поверь, Кать. Специально я ничего для этого не делаю. А дай-ка я пострадаю там, да? У меня нет такого, знаешь, как это по-французски, маляду, вот это все. Ну, мекито, па, вот это. В чем там Жак Брель и с ним, они все очень убедительны. У меня этого нет. Правда ли, что фильм «Тутси» с Дастином Хоффманом ты посмотрел 25 раз? Боюсь, что даже больше. Ты знаешь, уже сбился со счету. Дело в том, что когда он появился, его показывали в кино, он был в урезанном виде. И в урезанном виде минут на 40 точно, если не на час. Можете представить? Да ладно, сколько он шел тогда? Да-да-да, это большое кино, это Сидни Поллак, это серьезное высказывание на тему и феминизма, и актерской судьбы. И все это было купировано, и у нас в прокате это была просто такая конфетка, талантливая, убедительная, но очень легкая. Там все намеки, когда были про лесбийские отношения и про гомосексуальные, они все купировались. А там все это осталось. Там этого достаточно. А там иначе быть не может, потому что когда мужчина переодевается в женщину, то возникают все эти коллизии. А потом, когда, я помню, это после армии я вернулся, и я посмотрел полную версию, был поражен. И, соответственно, она у меня сейчас дома скачана, и я периодически ее смотрю. Правда? Или показываю, в компании. Есть люди, которые вдруг приходят, чаще, которые моложе, которые не видели фильм «Тутси». И мне просто думают, сейчас. Сейчас еще раз посмотрю. Там есть чему учиться, и я уже, не зная хорошо английского языка, я уже могу себе позволить этот фильм смотреть без перевода, без... Класс. А что тебя так поразило в этом фильме? Смелость. Вот если представить реально эти обстоятельства, это очень трудно. Вот представь, сейчас ты ждала меня на разговор, а я пришел действительно вот такой, как на этих фотографиях. Это совершенно невозмутимо. Нет, сейчас ты продвинутая, да, но представь, что это было в то время, а это было 82-й там или... Ну, до этого вышел фильм «Джаз только девушки». Да-да, но там все-таки было такое, знаешь, очень ярко выраженная эксцентричная комедия, но они не понимали этих тем проблемы женщины в обществе в меньшей степени, потому что в том фильме... Я тогда, когда смотрел, я, конечно, не думал ни о феминизме, ни о положении женщин в обществе. Меня просто поражал талант Хоффмана, и он, в общем, как это сказать, он повлиял на даже выбор моей будущей профессии очень определенно. То есть то, что ты потом пошел в ГИТИС поступать? Я потом посмотрел еще «Крамер против Крамера» с ним, те фильмы, которые были в прокате, и это еще укрепило. Мне хотелось так думать, наверное, что мы с ним похожи, у нас носы такие немножко такие вот выраженные птичьи, или как это назвать. А кому больше платят, фотографу или артисту? Все зависит от... тебе как фотографу или тебе как артисту? Я хорошо зарабатывал, когда я уже был в стадии фотографа, и это был парадокс для многих, когда я ушел из фотографической профессии, потому что меня уже называли там мастером, фломастером, и у меня была уже, как сказать, асфальтированная дорога в определенном смысле. Но именно это меня и отталкивает. Я всегда пытаюсь нарушить. Как только ты достигаешь, скажем, условно так, пьедестала, стремись к тому, чтобы его перевернуть. Потому что если ты не успеешь это сделать, пьедестал, как крышка гроба, перевернется и накроет тебя. И он нужен исключительно для того, пьедестал, для того, чтобы привлечь, конечно, внимание, любовь в пространство, но чтобы смочь эту крышку потом отодвинуть и вылезти на новый уровень. Если ты не отодвинешь пьедестал, то все, это цена твоя, там будешь лежать. У тебя первый сын когда родился? 24-25, да. Это, в общем, это, в принципе, мог бы и раньше. Вполне. То есть мы же вступаем в сексуальные отношения. У меня первый опыт был в 21. В этом смысле То есть уже после армии? Да. Я не показатель. Я когда проживая долгий опыт брака в одном с одним человеком, я все время шутил, и это в этой шутке была доля правды. Я принадлежал к сексуальному меньшинству.
Это точно было. Это сексуальное меньшинство в смысле того, что и людей, живущих в верном браке долгое время, гораздо меньше, чем людей, которые живут в гомосексуальном браке или вне брака и так далее. И вот такая была шутка у меня. И, естественно, в 21, да, а сейчас уже люди, ну, по-моему, раньше гораздо. И 16, и в 15. Твоя жена Инна. Придется уже сказать словосочетание «бывшая», потому что сейчас кто-нибудь воткнется и собьется толком. Мы с ней развелись, поэтому она бывшая. Хотя, наверное, знаешь, бывших жен, как и президентов Соединенных Штатов Америки, не бывает. Твоя первая жена Инна. Да. Читает твои интервью, смотрит. Не наверняка. Не знаю. Может быть, и нет. Ее не пугает такая откровенность? Ну, ты знаешь, в данном случае я не перехожу границу, я всегда осторожен, я не даю никаких оценок. И если ты за время нашего разговора ты не услышал же ни одного выпада в сторону ее, правильно? Я осторожен всегда. Я с удовольствием могу говорить про личную жизнь, ибо считаю, что все, что происходит в жизни, все личное. Вот ты сейчас лично на меня смотришь, я лично на тебя смотрю. Все, это личная жизнь. Но я склонен как бы рассказывать какие-то вещи, которые, ну, не до конца, конечно, хотя кто его знает. Я к тому, что я осторожен, когда дело касается не только меня, касается моего друга или подруги, жены, друзей. Я в этом смысле осторожен. Про себя могу, по большому счету, на любой твой вопрос ответить без, как бы, ну, в той степени честности и органики. Тут очень важен тоже эстетический момент. Как развестись после 25 лет вместе так, чтобы не потерять человеческое достоинство? Ну, как бы, это связано с человеческим достоинством, потому что обязательно нужно тарелку Люди не расстаются, потому что они любят друг друга. Да, я понял, о чем ты говоришь. Я понял. Ну, то есть, если любви нет, то это уже потеря человеческого достоинства. Часто бывает так, что у одного человека любви нет, а другой считает, что все-таки можно попробовать начать сначала. Хорошо. Я думаю, исторически, оглядываясь назад, это было неизбежно и даже необходимо. Благо, это произошло после исполнения, скажем, так называемого семейного долга, когда дети все-таки выращены и поставлены. И более того, но, возможно, потому что мы были очень сильно сосредоточены на именно делах, связанных с детьми, с хозяйством. Это всегда было, как бы, и жили мы во времена вот этих всех уже постперестроечные 90-е, нулевые, которые все было всегда неустойчивые, да. Они, наверное, такие, в общем, всегда, но было много и проблем, связанных со стабильной работой, и всего-всего. То, что у нас произошло, оглядываясь назад, на сегодняшний момент, при всей ну, как бы, трагичности в том, что мы остаемся родными людьми, и иногда действительно я просыпаюсь, и иногда вот так, у меня полное ощущение, что Инна должна быть рядом. Такое бывает, такие флешбеки. И при всем при этом это наиболее правильное решение. И я немножко обескуражен, ну, как бы, тем, что произошло. И я переживал трудно наш и расход, и развод. И, да, тем не менее. И здесь не вопрос, кто инициатор, кто больше приложил руку и так далее. Я говорю просто сейчас по факту, касающегося моих внутренних переживаний. Даже если я где-то был там максимально неправ, я говорю, что для меня, я в течение 2 лет не мог, никто вообще не знал из моего окружения, и даже из родственников никто не знал. Это был потом наступил момент вот этого признания в одном вот интервью, когда в связи с... Уже это произошло буквально в 2020 году, по прошествии почти 3 лет, когда я спокойно об этом сказал, а там муссировался, что только не муссировался. Вот, ну, конечно, это не давит, но это присутствует, потому что, я не знаю, ну, видимо, надо что-то накопить для того, чтобы впустить это иррациональное чувство. Пока рационально... Нет, это не рационально, это молекулярное сдерживание. Потому что, знаешь, если положить 2 кусочка металла, ты знаешь, да, вот так вот, которые отполированные, и просто ничего с ними делать, через некоторое время, если их расторгнуть, молекулы одного перейдут в молекулу другого. Ну, вот это вот такое. Я иногда читаю в разной прессе про себя много всяких оскорбительных слов. Никто никого не бросал, никто ни от кого не уходил.
Вот чтобы не было такого. Потому что когда кто-то уходит, значит, кто-то оставлен. Вот этого нет. Это абсолютно равная забота о детях. Я не буду рассказывать все подробности, но нету этого бросания, кидания, швыряния. Это принятое осознанное решение в понимании, обоюдном понимании разности, не усиливающий индивидуальность каждого, а ослабляющий. Ну смотри, вот 90-м сложное время добывания денег, когда в том числе по твоему собственному признанию ты берешь в руки камеру и видеокамеру, работаешь на свадьбах и на днях рождения и так далее. А вот, значит, конец 90-х, начало 2000-х, когда вы с твоим другом Звягинцевым сидите и думаете, что вот вы не востребованы, то, не так, не дают ни снимать, ни работать и так далее. И вот наступает конец 2010-х, когда приходит суперуспех, когда востребованность. И оказывается, что вот эти 20 лет, где человек был рядом с тобой, себя изжили. И в успех ты уже идешь один. Не, это все как раз вот ты сейчас говоришь, как вот говорят мне, я читаю вот как раз вот эти оценочные суждения. Абсолютно неверно. Во-первых, чуть-чуть там попозже, там уже в 2015-го начиная, все-таки попозже. Во-первых, он не приходит, это успех. Это надо понять, что я, скажем, в 2007-2008 году у меня был зафиксирован, по крайней мере, мной определенный такой кризис, депрессия, неудовлетворение, как я живу, чем я занимаюсь. Это было... И это, конечно же, рикошетило моей супруге, естественно. Мне свойственна гневливость, мне свойственна раздражительность. И возможно, это тоже как бы дало там какие-то результаты. Конечно же, я здесь не собираюсь никоим образом, но я любил этого человека, и я был направлен, и я пытался. Вообще человек, когда, там, скажем, кричит, орет в жизни, это же от слабости, это же не от силы. Это же, ну, как бы сказать, и поэтому у меня есть право говорить о том, что, будучи мужчиной и при намерениях серьезно глубоких, это не отменяет того, что он по определению может быть слабым. Он хочет взять этот вес, но не может. Возможно, я был недостаточно, как бы сказать, сформирован, подготовлен для того, чтобы взять эту штангу, хотя я очень много сделал, и все дети мне благодарны за детство, которое я провел с ними, и, в частности, я много с ними гулял, брал на свои съемки, работы, и у них детство окрашено с нами очень плотно, и в этом смысле проблем нет. А вот то, что быть... И мне мечталось быть самым лучшим мужем. И, попытка не удалась, возможно. Мечтал ты быть самым лучшим мужем? Да, у меня было такое... Я понимал, что я не стану лучшей первой ракеткой мира или там самым лучшим актером, но шанс это у каждого человека есть быть самым лучшим мужем и самым лучшим родителем, конечно, он есть. Тут, как сказать, не знаю, сейчас происходят такие тектонические сдвиги в мире, которые сообщают мне о том, что, возможно, будет пересмотр такой, чем, я не знаю, пересмотр понятия совместной жизни. Там нужно какие-то или установить новые правила, потому что все-таки это все базируется на исторически вот этом патриархальном прошлом. И оно дает очень сильные, как бы, на мой взгляд, сдвиги, где иной раз там мужчина перегибает, женщина паразитирует, и наоборот. Сейчас, когда у тебя возникают новые отношения, тебя преследует, давит ли на тебя опыт 25-летнего брака? Или ты все делаешь теперь прям по-новому в соответствии со своей новой концепцией? Конечно, давит. Может быть, глагол не точно давит, но я разочарован сам в себе. Разочарован в смысле, что я думал, что я был в состоянии взять, если параметр какой-то спортивный, высоту там, или длину. Я не взял ее, как я рассчитывал, о чем мечтал.
И я разочарован в том, что... ну, то есть я могу, конечно, винить внешние факторы, как то ветер был не в ту сторону, шел дождь, погода была скользкая, там, не знаю, не та форма, и, да, и масса чего там плохому танцору мешает. Но, тем не менее, у меня есть привычка анализировать себя и анализировать свои ошибки. На сегодняшний момент я не нахожусь в стадии веры в любовь. Когда вы с Инной узнали о том, что у вас родится Платон, вы сразу понимали, что это будет ребенок с синдромом Дауна? Нет, мы узнали об этом фактически во время родов, даже до конца это не было понятно. И у меня есть видео. Это не по УЗИ? У меня есть видео очень хорошее. Я был на родах, и я участвовал, ну, как всегда, в процессе. И его взяли в реанимацию, и я уже видел по реакциям людей, что там похоже на то, что у него синдром. И была проблема только в том, что в течение недели мы к нему приходили, но был момент, как бы он лежал в боксе, и они как бы исследовали, что называется, чтобы дать этот вердикт. И была неделя, где мы ходили такие, как сироты вместе по городу, и переживали по поводу того, что, ну, как бы, что там, как это. Они вам вообще ничего не сказали? Послушай, они берут какое-то время на это, да? И вот это самая сложная ситуация, когда ты в подвешенном состоянии, ты не понимаешь, неопределенность полная. И я помню себя, где я в какой-то момент обратился к высшим силам про себя, что пусть он будет нормальным. И в тот момент, когда я это произнес про себя внутри, мне стало очень стыдно, потому что я думал, вот ты мудила, а он уже тот, который он есть. Но я еще не знал. Ну, то есть нам сказали, подождите, мы сейчас берем этот, как он называется, тест или как определение. И я, когда это произнес, мне стало так стыдно, что он, возможно, уже такой. Это все равно, что родилась девочка, а ты в этот момент говоришь, пусть он будет мальчик. И в этот момент я принял ситуацию, еще не зная определенного диагноза. И помню момент, когда я работал, снимал, помню, Настю Заворотнюк делала из журнала, и вдруг звонок от Инны, и я отошел в сторону, там была большая, огромная студия. Я помню этот момент, как в кино. Она мне говорит, ну все, подтвердилось, что у нас синдром. И в этот момент, когда она мне говорила, я просто, знаешь, как в кино показывают, темнота и столб света такой, знаешь. У меня полное ощущение, я, может быть, ну, как всегда, придумываю, но у меня ощущение, во-первых, облегчения, потому что есть уже определенность. Фу, непонятно, когда непонятно что, ты вообще не знаешь, на что опереться. Облегчение и абсолютно приятие, абсолютно столб радости. Я прям ощутил его. Может, я экзальтированный мудак, но, тем не менее, это со мной было. Я должен в этом признаться. Но ты один из первых публичных людей в России, да, который не просто это принял, и мне кажется, я стал это ретранслировать, да. Да, ты стал об этом рассказывать. Да, ты сказал, что у меня сын с синдромом Дауна. И как бы, то есть это не было стрёмно, это не было страшно, ты не стал этого скрывать? Я вообще к иному отношусь по-иному, я бы так сказал. Более того, синдром Дауна – это не болезнь, это не лечится, это данность. То есть ты обстарайся, все что угодно, обкали, прими вовнутрь, ничего не изменится. Это данность. Данность надо принимать, как саму жизнь, в ее многообразии, в разных проявлениях. И поэтому я ко всякого рода аномалиям отношусь с приятием и вниманием. И Платон утвердил меня в этом еще в большей степени. И когда ты находишься со стороны вообще чего-либо, ты вообще никогда не можешь этого понять. Холодная вода, горячая, это банально. Ну, вступи в нее, а потом как бы сопоставишь и поймешь вообще, твоя температура или не твоя. Когда ты находишься внутри ситуации, все совсем по-другому. А потом о чем речь? Это мой сын. Это моя муза, это мое счастье, моя радость. Это лучшее время моей жизни, которое я провожу с ним. Это трудно. Он не говорит, ему 13 лет, выглядит, как и я, моложе своих 13. У него еще аутизм, там вкупе всего. Но столько моментов, которые мне сообщаются, я надеюсь, на другом уровне. Я когда-то определил, я снимал, у меня было много разных проектов в связи с этим. Это люди-иероглифы. Это люди, которые нам что-то обязательно самим фактом существования и пребывания здесь, они нам сообщают. Просто мы не умеем это читать, это все.
после развода кто с ним проводит больше времени? Мы разделяем это. Инна занята, у нее ненормированные рабочие дни, она часто Потому что она работает акушерка. ночью. Да. У меня, как только предоставляется возможность, я беру его к себе, и мы с ним неделю проводим, там, 5 дней вместе. И вот сейчас у меня как раз Новый год и прошлогодний, и в этот год мы встречались с ним вместе, вдвоем. Лучших годов встречи Нового года в моей жизни не было. Ты с ним вдвоем встречаешь Новый год? Да, вдвоем, да. Обалдеть. А потом неделю вместе сидим, счастье. А как ты с ним общаешься, если он не говорит? Это такое сенсорно-тактильное, звуковое. Он понимает. Сейчас, у него много сейчас, последние годы усиленный у него режим по занятиям с педагогами, с няней. У него 2 няни, у него там 2 педагога. И, в общем, все, как бы сказать, все работает. И ему несущественные вещи, которые там существенны нам. Я очень надеюсь, что он меня различает среди других людей. Очень на это надеюсь. Но может так и не быть. Может быть, тот, кто к нему хорошо относится, того он и принимает. Такой тоже может быть. Но иногда я замечаю, что, или придумываю, конечно, что он понимает, что это я. Если глобально говорить, моя мечта, я хочу быть с Платоном, жить с Платоном, потому что я знаю, что нам надо быть вместе. Я это знаю точно. И это безотносительно, знаешь, как бы кому я в этом нуждаюсь. Мне это необходимо. Что такое любовь? В разные года у меня были разные определения. Когда-то мне очень нравилось высказывание Розанова: «Любовь – это жажда души и тела», без расшифровки. Потом был период, когда и до сих пор производит впечатление вне религиозного контекста. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все переносит. Любовь никогда не перестает. На сегодняшний момент, наверное, я склоняюсь больше к высказыванию в фильме моего друга, режиссера Михаила Сигала. Любовь – это, если я сейчас не точно процитирую, это способность дать другому человеку то, что ему нужно именно сейчас. А речь идет о фильме «Слоны не играют в футбол». Слоны играют в футбол. Вот ты видишь? Это не просто так ошибка. Я этот фильм посмотрела 2 раза, потому что у нас был огромный спор с мужем. Да, понимаю. А я считала, что твой герой абсолютно просто извращенец, который не в состоянии наладить отношения с собой, ему поэтому нужны все время новые молодые девочки. И если мы этот фильм отрежем титры, а продолжим, то там будут другие девочки, другие отношения, и все то же самое. А мой муж говорит, это абсолютно правильный фильм про то, как устроен мужчина, про то, как устроена мужская любовь. И, услышав это, я пришла в ужас и пересмотрела сначала, в надежде найти... после его каких-то объяснений, да? Каких-то? Да. Я с ним не согласилась, но, может быть, ты мне объяснишь лучше. Попробую расшифровать, хотя ты понимаешь, что мне пришлось сложно, в силу того, что это нужно было через себя пропускать. Кого ты играешь? Вот, да, я понимаю. Почти противоположно тому, чем я являюсь в этой жизни. Но это не значит, что я не могу с этим отождествиться. Возможно, я не думаю, что это тоже в чистом виде каминг-аут Сигала, но я думаю, что он, конечно же, из себя все сложности и противоречия подчерпнул. Я нашел этому оправдание. Более того, должна понять, что эта история не была написана сразу целиком. Секунду, давай поясним зрителям, что тех, кто не смотрел. Это история, назовем вещи своими именами, стареющего мужчины, правильно? После 40, да. После 40. Мужчины в кризисе среднего возраста, который заводит абсолютно осмысленно отношения с дочерью своих друзей. У которого все успешно в карьере, и он никогда до этого не был женат, у него не было семьи, не было детей.
Первая история начинается с того, что он приезжает в город по делу, и там встречается с друзьями, у которых уже выросшая взрослая 18-летняя дочь. Да. Какие у вас интересы? Я собиралась поступать в Москву на экономический. Точно не знаю, куда. Да. Сейчас действительно все сложно. И с ним начинают происходить метаморфозы, чему он тоже, в общем, некоторым образом удивлен и стесняется, но импульс той стороны, как бы сказать, подхватывает и его сомнения, и происходит какое-то взаимодействие. Оно, правда, такое нелепое, ошибочное. Он начинает думать об одном, а девушка с той стороны думает о другом. Но в нем пробуждается то, что было где-то, видимо, глубоко запрятано. И здесь мне этот фильм нравится. Это попытка поговорить о сложном человеке. Как говорил Даниил Дондурей, не надо бояться, надо взращивать в себе этого сложного человека. Это сложный человек. Причем я ему не симпатизирую 100%, и поэтому он мне еще более интересен, но я пытаюсь его оправдать. Он не извращенец? Ни разу, конечно, нет. Ни разу, нет. И поэтому там вплоть до второй истории, до зимней было, велась именно эта линия, что он может быть извращенец. Да? Хотя, произнося извращенец... Маньяк. Знаешь, каждый из нас немножечко лошадь. Я думаю, что нет, это не маниакальность. Это тоже сопряжено с детскими травмами, конечно же, с воспитанием и влиянием отца и матери. И там как раз в этом фильме прослеживается в некоторых эпизодах вот этот инфантилизм, так называемый. И я могу предположить, я, будучи отец 4 детей, конечно же, чувствую всегда эту разницу, когда я общаюсь с человеком, еще если вдруг он мой ровесник, и у него не было опыта семейного, заботы о маленьких детях и совместной жизни. И этот человек, его нельзя так отнести просто в категорию инфантилов, но как так удержаться? Я даже не знаю, как можно прожить такое долгое время, и ты задаешься вопросом, а что? То есть как ты удовлетворял свои сексуальные, которые наверняка были, потребности? Это проститутки, но это, значит, тоже немножко травмирующее действие. И человек оказывается в какой-то зоне, с одной стороны, в такой зоне пустоты, где у него все хорошо с карьерой, деньги, все успешно, но нету того, что есть, скажем, у большинства. И в этом смысле это противопоставление всему обществу. Но то, что мужчина в этом возрасте обращает на девушек этого возраста, это свойственно нашей природе. Давай то сегодня, есть мужчина в возрасте поговорим... 40+ обращает внимание на девочку 16 Это вполне себе объяснимо, если быть честными со своей природой. И это было когда-то закреплено в культурных традициях не только ислама, но и здесь, на этой территории, если мы вспомним какие-нибудь произведения Лермонтова, «Маскарад», неважно, вообще все, ему 40-45, он уже состоявшийся в летах и с эполетами, со всеми делами, а она только из-под крыла отца. И в этом есть справедливость даже механизма. Она из-под крыла отца перебегает тоже, соответственно, под крыло почти такого же возраста, где быт обеспечен и все более-менее на мази. А он, соответственно, получает упругость тела и то, что потребности, такое более свежее яблоко на рынке, скажем так. Я сейчас говорю сознательно, цинично, но этот механизм был апробирован, и тут взаимная выгода. Апробирован кем? Обществом даже во времена Пушкина, во времена Лермонтова это было вполне... Я думаю, ты сейчас скажешь, апробировано, я тебе говорю так и есть. Нет, прости, нет. Я в процессе апробирования. Мой герой для зрителя трактует ее как Лавелас, да? А
по большому счету, он испытывает впервые чувства, которые должен был реализовать, будучи еще молодым человеком, лет в 25, ну там в 30. А он перескочил этот момент, а они, как бы сказать, его как фантомные боли, вернули его обратно. Он не пережил этот опыт деторождения, любви человека, который 50% состоит из тебя, а 50% из твоей возлюбленной. И, соответственно, он увидел со стороны пример своих друзей, у которых уже взрослые дети, и с ними можно общаться. И у него просто сработал запоздалый родительский инстинкт, который вот таким образом выглядит со стороны. Первое, что приходит в голову нормальным женщинам, то, что он маньяк или же извращенец. Да? Здесь явный пример инфантилизма, состоящий в том, что он не разродился вовремя. Вот если бы этот процесс произошел, вот скажем, у меня этот процесс произошел, я бы сейчас как бы устраивал эти, если вдруг меня заинтересовала молодая особа, я бы по-другому себя вел бы. Но не так. Он по-детски себя ведет. Нелепо. Ты боишься смерти? Да. В силу того, что, наверное, я ее не могу понять и осознать, хотя у меня были примеры людей мудрых, взрослых, которые говорили, что смерти бояться не стоит, потому что пока ты живешь, ее нет, а когда ты умираешь, нет тебя. Соответственно, вы не встречаетесь. И тем не менее, по-простому, по-человеческому можно предположить, что там что-то может быть, и есть продолжение, но тут, знаешь, есть категория всегда как бы своей смерти, и ты боишься, или да. Вот своей смерти, наверное, хочется еще пожить. Не хочется так, чтобы уж прямо что-то хочется еще что-то услышать, понять и осмыслить, наверное, серотонин выработать с дофамином, да. А вот когда речь идет о расставании с близким, здесь сложновато. Здесь, конечно, ты абсолютно ребенок, и как бы ничего не можешь с этим поделать. И я понимаю, что я как будто бы все понимаю, но тут же я понимаю, что я ничего не понимаю, ничего не знаю. Но у меня абсолютно детское желание. Я бы сейчас с удовольствием позвонил маме или папе туда, куда-то, и узнал бы, ну что там, как вы, ну как там. И я бы воспользовался этим. Просто чтобы быть немножко не про себя даже, а просто про них. Было бы здорово позвонить и задать вопрос и получить ответ. Ты счастливый человек? Да. Глобально есть ряд внешних обстоятельств, которые я воспринимаю их как временные. И кризис необходим в любой жизни для того, чтобы перейти в новое качество. Ну, обязательно. Это закон. Как рождение ребенка, он должен пройти эти родовые пути, он должен пройти это сопротивление, дабы ощутить жизнь, из этого состоит. Росток должен через землю, иногда через асфальт пробиться. Это необходимо. И я понимаю, что вот сейчас период некоторого такого дисбаланса. Но, признаться, я никогда не был в состоянии вот какого-то, знаешь, такого, знаешь, расслабленного кайфа. Как ты себя видишь через 10 лет? Я надеюсь, что мы вот, не знаю, может, название бара поменяется, а мы с тобой можем оказаться здесь, и ты мне скажешь: «О, Володя, ты совсем не изменился». Как ты фиксируешься на внешности? Супер. Нет, дело в том, что я это слышу часто, но это не внешне. Вот ты сейчас прокололась. Многих женщин это беспокоит, это действительно существенный вопрос. Но вопрос не во внешности. Дело в том, что, конечно, я изменился. Я уже не 4-летний мальчик с большой головой и дистрофичным телом. Конечно, нет. Но я, признаюсь тебе, с 4 лет
Я недавно это проверил на себе. Я тот же самый. Я прям помню, я также вижу и также смотрю, мне уже вот-вот 52, я также вижу и воспринимаю мир, как в 4 года. Я помню очень хорошо себя с 3,5 лет. Класс. Это я залезал в себя вовнутрь вот этими же глазами, которые голова была другого объема, да, а нос был поменьше и так далее, а глаза-то были те же самые. И вот я по-прежнему так же воспринимаю мир. Я это ощутил, почувствовал и принял. Несколько коротких последних вопросов. Может ли в России быть президентом женщина? Конечно. Я очень этого жду лично. Если бы ты выбирал милосердие или справедливость? Милосердие. Правда или безопасность? Правда. Творчество или любовь? Творчество.